Всем привет! Добрейшего вечерочка. Сегодня было много уборки. С утра убирали, вычищали комнату, проветривали. И сейчас, кстати, из новостей приехали Лена и Максим на день рождения. У Лены день рождения будет в среду, 20 марта. Будет здесь, будем отмечать, праздновать. Я хочу вот эту гирлянду наконец-то снять. Она меня раздражает, как вот здесь висит. И куда-то пока приткнуть. Поэтому, наверное, сейчас вместе с вами это сделаем. А в следующий раз я ее уже куда-нибудь подцеплю. У меня идея есть. С вами подцепим. Короче, поехали. Я поместила вот туда гирлянду эту пока что. Теперь какой-то выбрать нужно цвет. А пусть вот так побудет пока. Все, я все сделала. Теперь сяду немножко помонтирую, сколько смогу, сколько успею. Точнее, не помонтирую, хотя бы просто материал нужно скинуть для вложика, и все. Буду ждать Лену Максима, Сашика. Он пошел купаться. Будем отдыхать, смотреть фильм. Вот такая у нас поляна, ребят. Будет бутеры, чаечек. Саша уже здесь, пока играет. Нам нужна помощь. Добрейшего вечерочка. Я не помню, когда я снимала. Я утром еще снимала вам. Больше ничего не снимала, когда пришла домой. Кстати, насчет джинс ничего мне не понравилось. Варианты были, то есть есть в детских отделах. Я все-таки поняла, что мне больше идут мом джинсы. Клеш на меня большие, нет на меня размеров. Там дождь пошел, и я не успела полностью обойти весь рынок и выбрать, чтобы для меня подошло. Потому что я определила, что я хочу светлые джинсы, голубые, вот какие-то такие. А таких не было. Были темно-синие, но на меня хорошо сели, и не нужно было подрезать, ушивать, то есть вообще идеально сели. Если в правильных местах, короче, это гладить, начинает пальцы облизывать. Ребята, вот этот человек целый день со мной сидел, пока я сидела здесь, пока я здесь сидела за столом, пока работала, и когда работала часа два, Тося со мной сидела, лежала, то спала, то просто сидела, ко мне пришла, и вообще, знаете, как будто бы это у нас налаживаются отношения, контакт найден. Всем привет! Я выпрямила волосы с новой стрижкой, но не снова с обновленной. Вот такая вот челка. Ребят, я, кстати, не могу привыкнуть к снова короткой челке. Как-то непривычно мне. Сейчас я вас поставлю. Мне непривычно, что она короткая, и как-то вообще отвыкла. У меня она была где-то вот такая же. Сейчас, наверное, вот так по губы, по нос выходит. Вот. Солнце! Солнце! Всем привет! Я сейчас собираю вещи на стирку. Фух, буду стирать я, в стирку не буду нести, как-то некогда. Все, ребята, то осталось уже такое из теплых. И у меня вымахивает. Из теплых осталось тоже, решила оставить на потом все. Решила, в общем, ребят, сегодня постирать. Ага, и Саша. А ты куда? Ты за этими. Решила постирать. Я сегодня работала до 2 часов. У меня немножко отдых сегодня. Вчера много работала.
И думаю, постираю сегодня, потому что я как раз, во-первых, потому что на выходных хочу больше отдохнуть, а не заниматься стиркой. И, во-вторых, потому что Саша сегодня дома, он сможет мне повесить и развесить вещи. У нас нитки высоко расположены, поэтому я не достаю, беру табуретку. Неудобно, знаете ли. Ну и хочу вам показать костюмчик, как мне подшили штанишки. Вот такая длина. Сейчас все удобненько. Удобно, комфортно. Балдеж, балдеж, балдеж. В общем, с Сашей будем сейчас играть в Нэнси Дрю, отдыхать. Потом, может быть, посмотрим какой-нибудь фильмец. Делал суши запеченные, мои любимые. Вообще. А я была у него на выдаче. Еще вам не рассказала одну штуку. Я завтра в офис иду работать. Захотелось пройтись, развеяться, прогуляться. Буду, как обычно, брать полностью весь дом, тащить в офис. Почему бы и да. Но а что делать, если я редко хожу на офис, и когда иду, я прям беру все. Добрейшего вечерочка. Мы сейчас с Леной позанимались йогой. Наконец-то получилось созвониться. А мне захотелось кофейку попить. Саша тоже захотел, только с молоком. Сейчас мне будет видно. Все мне видно. Поэтому сейчас сделаю кофейку, попью. И буду скоро ложиться спать, потому что завтра в офис я собралась идти. Умыться еще хочу, знаете, просто обычной прохладной водой. А я уже домой. Интересно, какой сейчас будет ветер. Задувал прямо у нас в офис в кабинете сильно. Знаете, кстати, вроде бы пока что тепло. У меня, конечно, ноги вспотели сильно. Я еще в колготах таких была. Ага, не видно. Ну, короче, вы поняли, как. И у меня было... Завтра, если я все-таки надумаю еще идти в офис, возможно, надену кроссовки. В принципе, сейчас и на улице уже тепло, и в офисе будет не так жарко сидеть. В офисе, кстати, очень жарко. Я уже дома, еле дошла домой. Ветер там сильный, жесткий был. Я хотела сократить сейчас путь и пойти через дворы. Туда зашла, а там такой ветрянище был жесткий. Я как зашла, и меня оттуда обратно выдуло. И я теперь иду, как нормальные люди, по асфальту через основную дорогу. Хотела сократить путь, но не получилось. Ветер не дал. Просто капец. Мне кажется, он сейчас еще сильнее стал дуть, нежели было утром. Когда хотела перейти дорогу, там прям жестко сдувало, я за трубу стояла, держалась, чтобы не несло. А сумка, вот этот шопер, не сильно помогать, потому что там хоть и банки склянки, но там веса вообще мало. Во двор еле зашло, уже думала, Саше надо будет Саше звонить и его просить, чтобы он меня забрал, иначе я не могла никак зайти. Потому что на улице стало тепло, вообще балдежно. Хоть и ветер, но все равно намного уже приятнее воздух, более теплый такой же, чувствуется немножко весну. Блин, ну надеюсь, что не похолодает снова.